We want to thank everyone who has supported us. It means the world to us. Huge thanks for your support on Buy Me a Coffee. Every coffee turns into new trips, filming, and stories. Want to be part of it? Click the link. Друзья, Баревдзе, 30 ноября 2025 год, от Рождества Христова мы в Армении, в стране, где даже зимой солнце очень яркое светит и тепло. Спустя примерно 3 года после того, как мы приехали в Армению, здесь наконец-то появились заправки с кофе и сосисками. Раньше заправки представляли собой нечто с очень яркими огнями, где максимум принимали карты и можно было залить бензин и газ. Там даже не было туалета. Но я очень рад, что одна из заправочных сетей сделала очень классный ребрендинг. И теперь у них очень крутые заправки. Нам очень нравится сюда заезжать и покупать что-то, когда мы в дороге, в путешествиях. Помимо всего прочего, на этих заправках можешь купить еду, какие-то тут, в общем, штучки там для машины, там елочку освежающую. И очень хороший чистый туалет, и это очень важно, когда ты путешествуешь, потому что мы много ездим. Например, такая же заправка есть в городе Сисян, и если ты едешь в сторону Татеу, то это очень хорошая остановка, где ты можешь просто перевести дух, потому что дороги долгие, расстояния большие. Даже в такой маленькой стране можно ехать куда-то на протяжении 9 часов. И, такие места нужны, очень классно. И самая забавная вещь — это то, что вообще на всех заправках в Армении живет собака какая-то обычно, которая подкармливает, она охраняет эту заправку. И на этих заправках сделали домики для собак в фирменном стиле, написали, как их зовут, сделали им, поставили им миски, и это очень классно, очень мило. В детстве мне больше всего нравился вот этот запах. Он такой был вкусный, хотел съесть эту елочку. Все, теперь мы поедем дальше. Сегодня предстоит большой круг по Аралеру. Итак, мы приехали к Аре. Сегодня попробуем сделать большой круг. В прошлый раз нам погода помешала. Мы зайдем с этой стороны, поднимемся, дойдем до вершины, до носа, вернее. Потом пойдем на вершину. Вершина вот там, ее сейчас не видно отсюда. Вот этот крест — это не вершина. Это, в общем, вершинка, одна из настоящих вершин вон там. И потом завершим, спустимся здесь. Потому что на самом деле гора не плоская, это вулкан, он как круг. И спустимся здесь, потом вернемся
к машине. Что самое важное в походах? Это такая штука. Вот эта собачка добрая, а бывают собачки, которые охраняют пастухов, и они могут быть немножко менее добрыми. И вот эта штука помогает, гудит как тепловоз. Это я рассказываю, как от собак защищаться здесь, дружок. В общем, очень хорошая штука. Она также помогает и от медведей. Но медведей мы здесь видели один раз всего, очень далеко. Спасаться не пришлось. И вот эту штуку надо просто всегда иметь с собой и класть в рюкзак. И вот таким образом мы закрепили эту штуку на рюкзак. У нас еще есть одна поменьше. Это очень хороший объем, большая, и хватит надолго прям. Наверное, на годы походов. И вот с такими классными собачками в начале сюжета мы начнем наш поход. Осталось взять палки и мой рюкзак. Можно идти. Это ее дети, да? Встретили детей, собачки маленьких, щеночков. Хорошие ребята. Сегодня мы покажем, каким образом можно просто приехать, как мы, сильно без подготовки, подняться на гору, пройти круг и вернуться. Надеюсь, у нас получится этот круг сделать. Мы уже, наверное, в 6-й раз на роллере будем. Полный круг мы ни разу не сделали, потому что это непросто. У нас то времени не хватает, то сил, то погода меняется. Сегодня дождя не обещают, будет плюс 10, ночью будет минус 2. У нас есть фонарики для того, чтобы завершить спуск с горы уже после захода солнца, потому что солнце сейчас садится рано. У нас около 5 часов световых, и я думаю, часика 2 мы будем спускаться уже на закате. Начнем подъем. Почему так поздно? Потому что мы обычные люди, мы не можем проснуться рано, к сожалению. Значит, начнем с этой стороны. Здесь очень крутой подъем. Сильнее, чем на правом склоне, если от меня смотреть. Здесь очень крутой подъем. Мы в прошлый раз, когда нас замочило дождем, спускались. И там камни, и очень высокий градиент. Тяжело было идти, мы прям ноги свои все убили там. Вот, поэтому мы будем спускаться, так как по темноте по правому склону, который более пологий, более комфортный. И потом нам придется до машины дойти, но это небольшая проблема. И начнем с носа, потому что нос это такая самая эпическая часть, где я хочу снять еще на дрон все это. У нас с собой 2 дрона, камеры, еда, всякая вода. Половина груза у Иры в рюкзаке. Там всякие батарейки, пульты. Все у нее. Она у нас больше полезного несет, чем я, потому что у меня лаваш только в основном. Баревдзес. Идем на Ару. На нас. Наверх. Наверх Да. поднимитесь, да? Да. Лафор. Love or. Мерси. Только что получил сообщение в часы о том, что вещь под названием «Мой телефон» осталась в машине. Я подозреваю, что она осталась лежать прямо под лобовым стеклом на зарядке. Телефон мне не нужен для того, чтобы навигироваться и, в принципе, связываться ни с кем. Но телефон обычно причина разбить стекло в машине. Но мы, в общем, решили не возвращаться. Проверим, насколько безопасно то, что происходит. Я думаю, что никто его не возьмет, и машина будет цела. Посмотрим. Сейчас нам нужно пересечь вот этот канал растительный. Вот там будет проход через виноградники. Там есть калитка, но она закрыта обычно. Мы пройдем мимо, потому что, в общем, вариантов нет. К горе попасть никаких больше. Еще важная вещь. Я делал вот такие штуки на ноги. У меня все время
когда идешь по рельефу с травой сухой, все время там колючки всякие в ногах были. И листики, колючки, в общем, всякая фигня. Потом приходилось либо носки выбрасывать, либо очень долго отряхать. И плюс это колется, когда ты идешь. У Иры ситуация другая, у нее ее штаны поверх, ей ничего не попадает. А у меня какие-то штаны, в общем, все время такие, которые не обеспечивают герметичность. Поэтому я делал эти штуки. Я вообще очень их советую одевать. Очень классное изобретение. Начался подъем. Это тот самый момент, когда ты не можешь вообще идти. И каждый голос в твоей голове говорит: давай в следующий раз, давай, может, домой. Ира собрала... Что, тут шиповник. Это шиповник. Съесть мне нужно? Да. Он сбавляет давление или увеличивает? Сбавляет. Сейчас уснем просто от этого. Нет. Только медведь делает. Нет больше людей, которые могут это делать. Набрали 300 метров. Сделали глюкозовый привал. Немножко сейчас поедим сладкого, всяких фиников. Выпьем чай. И пойдем дальше после этого. Три часа, как мы ушли из машины. Час 20, как мы движемся непрерывно. 600 метров набор высоты. И 2316 метров от уровня моря. Гора Аральер. Делаем привал. Сейчас перекусим, попьем чай. Утепляемся. Холодно стало. Одеваем теплые вещи. Солнце скрылось. Сегодня прогноз облачный на вторую половину дня. Здесь ветерок уже на хребте наверху. И солнца нет. Короче, сразу почти нулевая температура. Утепляемся, отдыхаем. Идем дальше. Еще нам примерно 1,5-2 часа до носа, с учетом остановок. Так думаю. Там видно склон. Храм Святой Варвары в скале.
люди, которые туда приехали. Но Сары впереди. Там вершина, одна из. Еще есть вершина подальше, но вот это как бы на кругу у нас вершина. Самая высокая точка этого круга. И потом вот так нам предстоит спускаться к машине. Машина вон там, где дорога влево идет на 11 часов. Там наша машина стоит. Бустурма, суджук, сыры. Все местное, отечественное. Лаваш и хлеб такой с семечками. Промежуточная остановка, 712 метров набор высоты, 1,5 часа в движении. Вот Носары. И у нас не очень много времени, потому что скоро солнце будет садиться. Через 1,5 часа уже начнется закат. И где-то через 2,5 часа будет темно. Мы, скорее всего, вот до той середины круга, до вершины дойдем только к этому времени. Итак, 30-е
ноября 2025 год. От Рождества Христова. Огромный этот ворон, орел черный, вылетел из-под носа Ары. Высота 2526 метров. Господи, вот там обрыв. И вот там у меня кружится голова тут. Мы на носу Ары великолепного. На самой острой, самой интересной части горы. Вот ради чего мы сюда шли. Я смотрю по сторонам. У меня сжимается все внутри. Мне страшно и мне великолепно от этого ощущения. Это просто жуткая фантастика. Начинаем спуск с носа. Спустимся на хребет. Уже пойдем, когда... Сейчас хочу быстрее, чтобы мы спустились, пока не стемнело отсюда. Там уже спокойно будет дорога. Дам пару комментариев про нахождение на носу. Вот нос Ары. Скала вот эта, где мы стояли сверху. Вот выход на хребет. Сейчас пойдем. В общем, я наверху... Мне было очень страшно наверху. У меня кружилась голова. Я боюсь высоты. Не могу ничего с собой сделать. Все время страшно на таких вершинах. И мы стояли там. И я еще на дрон снимал. Мне было вдвойне страшно, потому что я боялся, что дрон разобьется, что он тоже на высоте, что его сдует ветром. Я смотрел в экран пульта и видел, что вокруг обрыв еще. Мне, в общем, не знаю, что я снял. Мне кажется, не очень хорошо. Плюс солнце садится, темнеет. В тот самый момент, когда я взлетел, солнце вообще зашло за тучу. У меня был одет светофильтр ND32 на дрон. И у меня нет было времени его снять или одеть другой. Поэтому картинка получилась темная. Не знаю, что получилось, мне кажется, не очень. Вот тут мы были, на самом верху только что. Прощай, нос Ары, спасибо тебе. Увидимся снова. Вот там наша машина. Мы еще даже полкруга не прошли. Процентов, наверное, честно говоря, 30 мы прошли всего лишь. 5,5 часов мы в пути, из них 2,5 часа мы идем. Мы на вершине Аралер. Там еще есть одна вершина далеко, но мы на ней ни разу не были. Она вообще немножко повыше вроде как. Высота 2604 метра по моим часам. Мы идем дальше. Мы сейчас прошли половину круга. Мы идем дальше туда по хребту и начинаем по той стороне спуск. Справа от нас всю эту дорогу будет кратер, так как Аралер — это вулкан. Еще мы одели шапки, потому что очень стало холодно. И здесь ветер на высоте. Еще пока не до конца стемнело, еще пока сумрачно, но дорогу видно. If everything I dreamt of it was true, I'd take your blessings with your heartaches too. It's so easy and so wonderful to know it's you. From the highest mountain to the deepest well, I never thought I'd be the one to tell. Идем по хребту с фонарями. Время 7 вечера.
Немножко я просчитался по времени. Думал, мы за 1,5 часа от вершины дойдем до низа, но фактически мы вот сейчас час еще шли до хребта. Здесь немножко сбились с маршрута, с этой тропы сошли в одном месте, потом вернулись, наверстали. Я думаю, еще 2 часа с фонарями, не спеша, со сверкой с карты, вот так где-то. Полдевятого вышли на дорогу. Это мы начали в 5:30. Сейчас 8:30. 3 часа спускались от вершины. Шли с фонариком, фонарики сели уже. Туда. 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 В общем, осталось дойти до машины еще немножечко. И все. 3 часа мы спускались. Долго, блин. Считай, что меня останавливаешь, что ли, да? Подошли к машине, телефон как лежал под лобовым стеклом, так и лежит, никто его не взял. Супер.